и его деятельности. Так вот, Пиренейские горы расшифровываются как государственная деятельность. Бог Перун по Библии – это бог грозы. Пиренейские горы от бога Перуна. По славянской мифологии под богом Перуном идет Илья, Илья пророк. Но и Ильич, вот Ленин Ильич, опять-таки, он тоже от этого же Ильи идет, Ильич. Бог Перун, значит, или вот пророк Илья, он покровительствовал воинской дружине во главе с храбрым князем. Притом бог Перун шифровался как? Он был, значит, с бородою, и по мифологии его борода была необычной. Очень необычной была борода. Так вот, предводитель вот этой вот храброй дружины, вот этот князь, шифруется как руководитель ударной группы рая. И есть Ленин. Ленин – руководитель ударной группы рая. Сейчас будет подтверждаться все то, что я писала в своих книгах, в первых 4 частях. Притом, значит, пенус, вот как расшифровывается пенус. Пенус расшифровывается как скрытое потайное действие или дело. Пенус священного храма – это были сокрытые, глубоко спрятанные богатства этого храма. И вот эта сокрытая часть, таинственное дело, фактически которым ведала вообще, проявлялась в действии в этой революции, и было вот этим вот священным делом вот этого князя и райской цивилизации. Так вот это дело революционное все оставлено, оно не продолжается. Все брошено, потому что он заболел. И вот Пиренейские горы и Пенус будут лежать вне его деятельности. Фактически Ленин в последнее время не мог уже управлять государством. Там уже почти негласно всем распоряжался Сталин. Неподалеку от Большой реки будут проявлены античные древние урны. Древняя урна – это мавзолей. Мавзолей изготовлен опять-таки по древним вот всем этим настроениям, по древнему, по пристрастию к мумифицированию, по пристрастию делать вот эти гробницы и мавзолей. Это египетские все вот эти деяния. Захоронение, вот это и мумифицирование, это было в крови египетских фараонов. Они считались увлечением древних. И вот эта урна есть гробница. Так вот, вот эта античная урна и есть мавзолей. Проявление вот этого вот мумифицирования. Неподалеку от Большой реки, то есть от Москвы-реки. Почему Большая река? Потому что просто Москва-река, она названа по имени города Москвы. Она знаменитая река. Вообще-то вот этой воинской дружине во главе с храбрым князем покровительствует по славянской мифологии Илья пророк, Ильич. Ленин был руководителем ударной силы рая. Опять-таки, на эту же тему. На рассвете при втором пении петуха они выйдут из Туниса, из Феза, из Бугии. Арабами будет схвачен король Марокко. В 1707 году от Рождества Христова. Расшифровываем Катрен. Опять имя Христ и опять дата.
1707 году. Две цифры только работают. 17-й год. От Рождества Христова. Но здесь работает вся дата. 1707. К 17 прибавьте 7. Это будет 24. Это год смерти Ленина. 24-й год от Рождества Христова. Его смерть фактически рождение на том плане. Во-первых, он же ушел на тот план, он Христ. Он здесь не был Христом, но он уходит туда. И это его дата, это рождение Христа. По тонкому плану это дата рождения Христа. Он уходит там, он Христ. От Рождества Христова. Арабами будет схвачен король Марокко. Марокко. Марокко включает в своем составе слова «Марс» и «Рок». То есть это деятель от региона, от эмблемы Марса, Марокко, из двух слов «Марс» и «Рок». «Рок» – судьба. То есть человек, если полностью расшифровать король Марокко, то просто под судьбой Марса. Ну, вот так вот. Под судьбой Марса. От Рождества Христова. Опять-таки о нем. Святым храмам будет причинено большое поругание. Под святыми храмами, кстати, идет не церковь, а под храмом вообще идет строй, структура общества. Так вот, святой храм – это строение общества, а святой храм – это строение праведного общества, райского общества, коммунистического общества. Вот в таком духе. Так вот, святым храмом будет причинено большое поругание, то есть фактически дело революции. В будущем это будет считаться большой доблестью. Вот сейчас ругать, значит, революцию 17-го года и дело Ленина, это считается, в общем-то, большой даже заслугой. Тот, чей облик гравируют на медалях, деньгах и золоте, будет умирать в странных мучениях. Облик гравирует на медалях, деньгах и золоте. Портрет Ленина на медалях был, на деньгах, на рублях и на золоте. Тоже золотые ордена и так далее, в общем, это все было. Будет умирать в странных мучениях. Значит, мы подходим к тому моменту, что уже даются намеки на отравление Ленина. Ленин был отравлен. В корнях волос Ленина найден яд. Но это фактически вот эти доказательства, вроде которые сейчас есть, они тоже не очень обнародованы. Но сейчас дальше пойдет. В общем, доказательство другое, что он действительно был отравлен Сталином. Так вы видите, будет умирать в странных мучениях. Фактически, вот когда, значит, Ленин умер, то и вскрывали его, значит, внутренности, то все органы были уже совершенно, в хорошем состоянии, а желудок весь был сжат, как после отравления. Но поскольку тогда был Сталин, не была проведена экспертиза, все это не было доведено до конца. И факт отравления так и остался. Хотя, между прочим, и пошло такое, что, значит, что-то тут странное, в общем. А вот Катрин о замене архива. В канцеляриях начнется скрытая, необъявленная война. Кричащих в них осадят и ограбят ночью. Тот, кто захватит контору, архив, пройдет через оранжерею
Его храм будет оттворен позднее. 2 в гипсе поджарят. Расшифровываем. В канцеляриях начнется скрытая необъявленная война. Это в канцеляриях архива, где архивные документы. Война Ленину, его делу. Заменяются все документы. Все исторические факты, как говорится, полностью, изымаются и вписываются совсем другие вещи. Кричащих в них осадят и ограбят ночью. То есть кричащий, несогласный, протестующий, понимаете? Осадят и ограбят ночью. То есть возьмут, ночью заберут и увезут. И не только их, но и всю семью. Вот те, кто работал по замене архива, Сталином были уничтожены там до 5-го колена, и родственники все, кто был с этим связан. И тот, кто потом заменили и тех, кто этим занимался, а в первую очередь заменили и убрали тех, кто был против всего этого вот дела. Тот, кто захватит контору архив, пройдет через оранжерею, то есть будет связан вот с той клубникой, с отравленной, то есть Сталин. Его храм будет оттворен, то есть его дело станет явным. Это все равно будет скрыто и раскроется. Храм будет оттворен, 2 в гипсе поджарят. Его и Берия в гипсе уже поджарят как? Просто сожгут эти бюсты. Конечно, мумию-то у Сталина, естественно, сожгли, но сожгут и бюсты. Вот, 2 в гипсе, потому что гипс это уже бюст, поджарят, то есть сожгут. Снова об архиве. Старинное дело будет завершено. Старинное дело, архив, древние документы, документы о прошлом. Вот видите, как архив зашифрован как старинное дело. Старинное дело будет завершено. Из крыши на великого человека обрушится зло. То есть на голову Ленина. С крыши это с Кремля. Здесь вот власть Кремля, власть Сталина. Невинного обвинят в этих убийствах, во всех этих инквизициях, потому что Сталина сделают, как, с Лениным, поместят в одну шайку их, как одно лицо сделают их. Так вот, невинного обвинят во всех убийствах. Виновный спрячется в туманном лесу. То есть Сталин, его группа Нижний Аид в туманном лесу, то есть в тумане. Он спрячется, уйдет с глаз. Он не захочет быть видимым, обнародованным, узнанным. Очень ловко уйдет от этого дела. Но ему будет так казаться. Лагмиону будет доверено царство великого Селена, который совершит много дел. Благодаря Италии расширит свою власть, совершит осторожный, незаметный подлог. Опять об архиве дело. Так вот, Лагмиону будет доверено царство великого Селена. Лагмион – логово зверя. Лог-мион регион, то есть региону Нижнего Аида. Будет доверено царство великого Селена. Селена – это Луна. Поскольку территория России идет на эпоху бессмертия, то и это, в общем, царство фактически вот идет как бы царство великого Селена, то есть под знаком Луны. Вот это царство доверялось Сталину, который совершит много дел. Благодаря Италии расширит свою власть. Италия. Совершит осторожный, незаметный подлог. Во-первых, Италия тоже, опять-таки, кодируется в нескольких, в разных значениях.
иногда Италия вот в Катаринах Нострадамуса кодируется как центральная часть России, как ее сердцевина, как ее сокровенная часть, такая властная ее структура. Талия – середина человеческого тела, самое узкое ее, как бы говорится, место, где все можно пережать, перекрыть. Вот. Расширить свою власть, вывеску, то есть свою рекламу, авторитет, знак и так далее. Вот, действительно, Сталин же, в общем, во всем мире был признан великим правителем. С ним считались, его боялись, его власть распространялась даже еще на другие социалистические страны. Совершит осторожный, незаметный подлог. Речь идет об архиве, вот об этом вот подложном вот этом деле. Вот Катрен вроде бы, как говорится, об одном и том же, но освещает чуть-чуть с другой стороны, какую-то уже другую деталь, какую-то другую сторону. Речь о Ленине. Когда придут близкие к великому королю, перед тем, как он отдаст Богу душу, его в скорости увидят примирившимся с родней, судьбой, то есть. Орлы, львы, крест, корона отданы. Придут близкие к великому королю, то есть в раю уже знали, что его смерть близка. И вот уже ночью, конечно, уже приходили с тонкого плана, уже вроде бы, уже, уже его принять обратно туда, в тот мир, в другой. Перед тем, как он отдаст Богу душу, уже когда вот эти мучения уже страшно его шли, вот эти предсмертные, вот уже рай стоял, его друзья, его близкие с потустороннего мира. Его в скорости увидят примирившимся с родней или с судьбой. Здесь другое слово, у одного, значит, переводчика судьба, у другого родня. Ну, естественно, что он должен был примириться со своей участью, потому что Россия не за него проголосовала. Россия проголосовала за антихриста. Он поневоле должен был покинуть эту землю. Орлы, львы, крест, корона отданы. Так вот, орлы, под орлом идет российский престол все-таки. Он и сейчас, и в царское время это был под орлом российский престол. Лев кодируется как власть. Крест – это знак райской цивилизации, это молот. Под крестом кодируется молот. То есть знамя райской цивилизации тоже передано. И корона передана другому, Сталину. Видите, отдано. Что? Время так мало. А кто говорит время? Меня торопит кто? Когда накопятся огромные злодеяния посредством убийства, клеветник очернит во всем ранее рожденного. Лишь небольшая часть людей не поверит клевете рожденного позднее. Ленин был старше Сталина, рожден раньше. Так вот, видите, когда накопятся огромные злодеяния и убийства вот эти, клеветник очернит во всем ранее рожденного Ленина. И лишь небольшая часть людей не поверит клевете рожденного позднее. Ну вот уже со всех сторон я вам даю. Каждый Катрен затрагивает какую-то маленькую деталь. Вот, значит, речь идет о Берии. Против тирана-вождя восстанет известный своей красотой принц. Он будет предан, его город сожжен, взорван, предан мечу. Из-за слишком большого убийства возненавидят королевского полководца. Речь о Берии.
Против тирана-вождя, против Сталина, восстанет известный своей красотой принц. То есть общество людей, которое, вот молодое потомство, которое продолжает дело своих отцов. То есть это еще вот восстанут те люди, которые вроде бы в них еще будет вот это животворение, значит, вот это революционное, они будут против Сталина, против его всех дел. Так вот, он будет предан, под принципом идет это общество, он будет предан, его город сожжен, то есть люди все уничтожены, взорван, предан мечу. Из-за слишком большого убийства возненавидят королевского полководца, то есть Берию. Вот были люди, которые пытались убрать Сталина, но ничего не получилось. Древний город замышляет заговор, не в силах более выносить тирана. Вот здесь древний город, те люди, которые фактически знали Ленина. Может быть, его какие-то поклонники, единомышленники. Конечно, которые скрывали уже при Сталине свои вот эти все, взгляды, в смысле его уже вот такую большую, такую любовь к Ленину приходилось скрывать, конечно же. Но они уже не в силах были выносить тирану, они уже пошли, как говорится, на таран. Однако этим святым людям в храме тирана перережут горло. То есть они не могли выполнить свою миссию, вот это свое дело. Их близких народ забьет до смерти. Вот не только они преданы мечу и забиты, но даже их родственники, там, наверное, до 5-го колена, сам народ забьет до смерти, как врагов народа. Так и было. Если кто-то там в родстве был враг, объявлен был врагом народа, то и всех остальных близких, в общем-то, сам народ, соседи, сотрудники на работе, все карали и били. О Сталине. Тот, кому будет оказано много почестей и ласки при входе в бельгийскую Галлию, через некоторое время станет жестоким и будет против начала войны или военных приготовлений. Сталину было много почестей оказано. Действительно, народ ликовал и приветствовал его. В общем, он принимался, ведь никто же ничего не знал. При входе в бельгийскую Галлию. Что такое вход в бельгийскую Галлию? Галлия кодируется как Галгал, как оперативный центр райской цивилизации, Галлия. При входе, то есть когда он внедрился в стан Ленина, ему было много оказано действительно и почестей, и его приняли как своего, с распростертыми руками, думали, что он действительно приверженец, настоящий марксист, но на самом деле так не было. Почему бельгийская Галлия? Бельгийская от слова белая. Галлия от райской цивилизации. Галгал от райской цивилизации, потому что есть Галгал еще и Нижний Галгал. Через некоторое время станет жестоким. Это Сталин, естественно. И будет против начала войны. Действительно, Сталин же до последнего дня не верил, что начнется война. Был против этих военных приготовлений. Видите, открывается даже вот эта вот сторона. То есть дается явный намек на то, что речь идет о Сталине. За все добро, обретенное государством, следует благодарить одного, имеющего в своей голове красного вождя, который он посвящен маршалу Жукову. За выигрыш в войне следует благодарить его. Дело в том, что, вот смотрите, Жуков, он был Георгий Жуков, он из группы Георгия Победоносца. Под этой группой кодируется группа телепатического моста
значит, на каналах связи между тем миром и нашим миром. Так вот, Жукову также телепатически передавался план ведения войны. Тоже давались идеи, разработки, а Жуков уже осуществлял это все. Так вот, дальше. Обладающий твердым и крутым нравом, он заставит себя бояться. Но Жуков был твердый, очень товарищ, с таким крутым нравом. Даже того, кто держит все бразды правления. Видите, получается тут по Катрену, что его боялся даже Сталин. Видите? Обладающий твердым и крутым нравом, он заставит себя бояться. Даже того, кто держит все бразды правления. А в голове имел красного вождя, то есть был связан с райской цивилизацией. Но здесь под красным, конечно, идет красный галгал райской цивилизации. Катрен, вот о нашем сейчас времени, о начале Золотого века, вернее, период перед, прямо вплотную, перед этим Золотым веком. Большая гора окружностью в 7 стадий после мира, войны, голода и наводнений покатится далеко, уничтожая и сметая со своей дороги большие строения, даже древние и с крепким фундаментом. Так опять эта большая гора идет как краеугольный камень, который все сметет. После мира, войны, голода и наводнений, после времени апокалипсиса. Будет сметать все, даже большие строения. Это капитализм наш сейчас нарождающийся. Даже древний и с крепким фундаментом. Окружностью в 7 стадий, то есть в 7 циклов, в 7 таких завершающих основных периодов. Эпоха бессмертия тоже будет поделена на 7 основных периодов. Тоже фактически коммунизм сразу тот самый, который будет позднее, его не будет. Будет еще строительство коммунизма. В Марселе идет эвакуация населения. Побег и преследование вплоть до Лиона. Нарбонна и Тулуза терпят бедствия из-за жителей Бордо. Убитых и пленных почти 1 миллион. Вот здесь Россия Ленина названа Марсилем. Опять-таки от слова Марс, Маркс. Идет эвакуация населения. Это вот побег, бег из страны Советов. Значит, и бег идет. Побег и преследование вплоть до Лиона. Под Лионом в данном Катрене зашифрована береговая линия, морское побережье. Нарбонна и Тулуза терпят бедствия из-за жителей Бордо. Под жителями Бордо идут все красные. И красные с Аеда, и красные с Рая. Нарбонна. Нарб – это дурак с денежным мешком, жадный человек. Это общество богатых, глупое богатое общество, которое не понимает диалектики и, в общем-то, многих таких философских мировоззрений в обществе. Тулуза. Ну вот как бы вы расшифровали Тулузу? А? Тулуза, Талуза. Народ, загнанный в лузу. В Тулузу. То есть загнан в тупик, в лузу. Так вот, Нарбонна и Тулуза терпят бедствие из-за жителей Бордо. Опять о Сталине и о Ленине. Решался вопрос, быть мавзолею или не быть. На эту тему тоже Катрен. Слишком поздно монарх раскается в том, что он раньше не предал смерти своего противника. Видите, Сталин еще даже раскаивался позднее, что Ленина не умертвил раньше. Но ему придется согласиться с тем,
чтобы этого более высокопоставленного, чем он сам, умертвили, выпустив всю кровь. То есть сделали из него мумию. То есть Сталину поневоле пришлось согласиться под напором всех остальных, которые хорошо к Ленину относились, которые еще хотели его как бы увековечить, сохранить для потомков, значит, и Сталину пришлось лавировать, значит, притворяться, значит, в любви к Ленину и даже вроде бы это дело проводить в жизнь. Видите, чтобы этого более высокопоставленного, чем он сам, умертвили, выпустив всю кровь. Когда делают мумию, тогда подвешивают тело и выпускают кровь из всей кровеносной системы. То есть его умертвили, выпустив всю кровь, понимаете? Несколько раньше, чем солнце уйдет под землю, начнется конфликт. Большой народ будет в сомнении, но потерпит поражение через морской порт. Мост и гробница будут находиться в двух странных местах. Это уже к нашему времени относится. Несколько раньше, чем солнце уйдет под землю. То есть под солнцем закодирован опять-таки Христ и вот мумия Ленина. То есть немножко раньше, чем мумию предадут земле. Начнется конфликт, убирать его из мавзолея или не убирать. Большой народ будет в сомнении. Большой народ, весь народ России. Действительно, стоит убирать из мавзолея или нет? Еще какие там вообще идут распри в Москве. Но потерпит поражение через морской порт. Морской порт, то ли ваш Санкт-Петербург, то ли еще какой-то другой город. Может быть, это Симбирск, он тоже на Волге. Фактически можно попасть оттуда и в Каспийское море, в Балтику, через каналы, в Северный Ледовитый океан. Можно сказать, что все города на Волге морские порты, если с этой точки зрения. Так вот, но потерпит поражение через морской порт. Мост и гробница будут находиться в двух странных местах. Мост и гробница – это мавзолей. Мавзолей, он же еще помост. Когда шли вот эти все манифестации, все парады, все демонстрации, проходили по Красной площади, и тогда мавзолей был использован всегда как трибуна, как помост, как возвышенное место. Мост и гробница, значит, вот захоронение тела будет в каком-то, значит, морском порту. Может быть, в вашем городе, может быть, в Симбирске, а может быть и в каком-то другом. Ваш. Ну вот видите, это будет разделение. Гробница, это уже идет как могила его настоящая в земле. А мост – это мавзолей. Прежде чем осуществится преобразование империи, случится чудесное происшествие. С поля, на котором находится колонна Порфира, она будет перенесена на узловатую скалу. Ну вот здесь, опять-таки, время нашего апокалипсиса, и зафиксировано общество Порфирия Иванова, но его регион потустороннего мира, к которому имеет отношение Порфирий Иванов. Это, значит, общество с 5-го пояса Аида, с 6-го и с 7-го. Так вот, еще дальше идут Катрены там, я, наверное, не буду их, чтобы экономить время, вам их расшифровывать, но скажу, что с этого пояса, вот эта Порфира, значит, колонна Порфира, это общество очень хорошего народа, очень чистого, очень доброкачественного, который идет с 5-го пояса, с 6-го и 7-го.
Вот, она будет перенесена на узловатую скалу. Узловатая скала, опять-таки, вот этот краеугольный камень, вот эта гора 3 стадии, то есть 7 стадий обхватом. Это общество будет приглашено на эпоху бессмертия. Узловатая скала, соединение, узлы, то есть узел связи. Вот видите, вот это, значит, эпоха бессмертия как узел связи, это строй. Во-первых, Россия будет лидировать во всем мире, будет давать все вот эти, после, значит, ну, все направления, новшества, все будет исходить из этой страны, от этого народа. Она идет как узловая скала, как соединительная часть со всей планеты, центр всей планеты. Я вам так кратко даю характеристику, потому что в книге у меня подробно будет расшифровано все. Когда пройдет 20 лет срока, потом еще 7000 лет той же монархии, и когда эта власть истощится, ее сменит солнце. Тогда должно быть, свершится мое пророчество. Опять, 7000 лет не берите во внимание. 7000 лет плюс 20 лет, это 7020 лет. Берите 72 года. Опять прибавьте, но здесь вот 72 года опять прибавьте к этим... к 24 году, к январю 24 года, так? Это будет, значит, год 96-й, президентские выборы. 97-й начало эпохи бессмертия, и там чуть позже. Прибавляется не 73 года и 6 месяцев, а прибавляется 72 года, то есть немножко меньше. Это создание новой партии, время. Так вот, тогда должно быть, свершиться мое пророчество. То есть партия, она проявит себя и проложит уже свой путь, свою программу закажет. Пойдет шествие в этом направлении. А кое-кто поможет, кое-кто объявит. На тему религии. В религиозной сфере большая вина на доносчиках. Вот я говорила, что в церквях весь этот служебный народ был как бы, ну, сотрудничал с КГБ. И вот на эту же тему этот Катрен. В религиозной сфере большая вина на доносчиках. Зверь в театре ставит спектакли, это уже о Сталине, потому что Сталин вообще очень любил театр. И многие спектакли шли в расчете на него, на его вкус. Изобретатель возвеличен сам собой. Изобретатель Сталин. Почему назван изобретателем? Он изобрел свою вот эту социалистическую систему. Полмира, который, в общем-то, отвел место. Изобретатель возвеличен сам собой. Из-за его секты мир станет путанным и жестоким. То есть из-за его лагеря путанным и жестоким. А вот Катрен на тему моей первой и второй части книги. Вот где я говорила, что Адам есть эфирный человек белкового тела, Ева есть его, значит, творение, ну, его отпечаток из более тонкой материи, а душа – это подсадка. Распоров живот, родится некто с двумя головами. То есть эфирный Адам и Ева. Но тут эфирный Адам не имеется все-таки в виду. Тут имеется в виду Ева и подсадка. Потому что Адам, он бессмысленный. С 4 руками он проживет несколько полных лет перед тем,
как Аквилла отпразднует свой праздник. То есть эта теория дается народу за несколько лет до эпохи бессмертия. Аквилла, Аквилон. Аквилон отпразднует свой праздник, то есть начинается эпоха бессмертия, пир на весь мир. Вот меня уже торопит. Так вот, ребенок, распоров живот, родится некто с двумя головами. Есть Ева, эфирный человек от белкового тела, и подсадка. Дается состав, это дается, значит, ну вот, вам знания об этом даются. И 4 руками он проживет несколько полных лет. До 97-го года, значит, будет несколько полных лет. Вы получили книгу мою в 91-м году. Вот так и считайте, значит. Из Фасана и Турина сбежит глава Феррары. Фасан. Так, во-первых, значит, Феррары. Подобие от слова тартары. Оно созвучно. Тартары – это ад. Глава Тартары сбежит. Это Жириновский сбежит. Турин – сторона Тура. Турин. Общество опять-таки Тура. Жириновский идет под Туром. Он, во-первых, родился. У него месяц быка, это конец апреля. И вот он идет под этим кодом, под кодом Тура, или быка там, или вала. Вот. Из Турина сбежит глава Феррары. То есть страна Тура, это его фактически, как говорится, модификация, его шифр. Значит, Фасан. Фасан вывеска, знак, вывеска, реклама. Он больше не будет рекламировать себя. Даже если будет рекламировать, то это будет бессмысленно. Уже шиотажа, уже уважения не будет у этой партии. Никто, в общем, вот на его марку уже не позарится. Его партия обезлюдит. Так вот, из вот этой вот ложной агитационной своей вот этой борьбы, ну, в общем-то, агитационной борьбы, он не вынесет ничего. Из этой своей вывески ложного, значит, вот всего этого пропагандистского курса, он уйдет, отойдет. Ведь из Фасана и Турина сбежит глава Феррары, глава ада. Ну, видите, меня торопят, и я уже сама тороплюсь, значит. То, что я сегодня запланировала, я не могла. Ну, поначалу и будет. Вводишь в курс дела, очень много рассказывала о самом там, значит, начале, вот как это все делалось, как это строчилось, делались катрены, и много не успела. Завтра, послезавтра будет такой решающий бросок. Я подберу такие самые, я уже вижу, сколько мне пошло на сегодняшнюю лекцию, то будут подобраны самые такие катрены, которые бы вас... Что? Нет, книги будут через месяц. Завтра какие книги? Да, будет завтра, товарищи, завтра и послезавтра будет продолжение. Не то же самое, будет продолжение. До свидания, до завтра. Кому? Этим людям. Каким? Или все уже? Каким людям? Уходишь, да? Ну, с вопросами сейчас. Но мне же сейчас остановят. Скажите, а это Федоров, да, который с Сахалина? Вы сказали. Из Москвы на Сахалин. День Калинина, это день рождения Христа. А придет он, значит, это Нет, значит, день рождения Христа на тонком плане. А на тонком. Он же уходит в потусторонний мир, он же Христ. Да. Поэтому там сказано от Рождества Христова. Значит,
Ну, от 24-го. Ну, все А когда правильно. он выдан к рождению сюда, в эти Ждите всех лекций. Так, ладно. Простите, вы этот журнал имели в виду? Нет. Его заводить? Нет. Другой, да? Да. Приходите завтра. Вот товарищи. хорошие, знаете, переводы Берзина. Берзина. Эдуард Берзин. Эдуард Берзин, да. Вот его хорошие переводы. Вот там, где они не хотели, вот не пытались скрасить, не стали вносить своего, там, не захотели вот этого гладкого изложения, там, которые нормальные. Пусть они суховатые, некрасивые,